Пришла пора немножко отвлечься от eFootball 2025, от всевозможных слухов, от мала до велика, до водянистых роликов, до роликов с конкретикой, и вернуться к eFootball 2024, потому что и там что-то происходит. Несмотря на то, что футбольный сезон пока что на паузе, новый сезон пока не стартовал, и как-то ни странно, контента в игре не так уж и много. Но сегодня это дело приобрело немножко иной поворот, и в игре, так сказать, появился плюс-минус интересный контент, и появится еще на следующей неделе, о котором и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Поэтому не будем долго тянуть с предисловием, не забывайте про привычную активность под этим роликом и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы задонатить в eFootball, будь то на iOS или же Android, то у меня для вас персональное предложение. Сегодня хочу порекомендовать вам данного продавца, который занимается донатами второй год и имеет безупречную репутацию. Он донатит в eFootball по выгодным ценам, и что самое главное, заказы выполняются за 10-15 минут и без использования откатов, как в прочих магазинах. Ссылка на его магазин и на него самого в описании и в закрепленном комментарии. Как-то ни странно, самой по себе глобальной обновы не произошло, и по понятной причине, потому что сейчас ничего в футболе не происходит. Европейские команды постепенно выходят из отпуска, постепенно презентуют новые формы на будущий сезон, но пока что ни больше, ни меньше. Это вам не РПЛ, сезон который уже успел начаться. Но несмотря на это, Konami все еще подводит итоги прошлого сезона, продолжает выпускать тематические паки. Таким образом, в понедельник появился очередной Showtime пак, который в свою очередь посвящен молодым футболистам, и сегодня мы получили его продолжение. На момент выхода этого ролика, скорее всего, оба пака будут все еще доступны, но тем не менее, если вы по каким-то причинам не в курсе, в первой части набора присутствовали Холланд, Уильямс-младший и Коул Палмер, в то время как во второй части присутствуют Ван де Вен, Камавинга и Гвардиол. Подборы, конечно, какие-то странные, не то чтобы эти футболисты не заслужили свои отличительные карточки, но тем не менее, тот же самый Ван де Вен, которого Konami, судя по всему, также успели полюбить за этот футбольный сезон, ну, как-то удивляет своим присутствием. Но, с другой стороны, не сказать, что он присутствует как-то незаслуженно. Также, что еще самое интересное, в игре появились новые премиум-менеджеры. Гвардиола и Хаби Алонсо, так сказать, ушли, возможно, не вернутся в следующем сезоне, так сказать, повторные премиум-паки. Но на данный момент пришли два новых тренера, которые их, по сути, и заменили. Это тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и тренер сборной Сербии Драган Стойкович. И если появление первого также не вызывает вопросы, потому что как-никак менеджер стал победителем чемпионата Европы со сборной Испании, то появление тренера сборной Сербии, конечно, как-то выглядит странновато. Но, тем не менее, оба менеджера выглядят интересно, потому что у них у обоих проставлены высокие цифры стиля, максимальные на данный момент это 88 пунктов, у де ла Фуэнте это владение мячом и по всему полю, в то время как у Стойковича это быстрая контратака и также по всему полю. Так сказать, универсальные тренеры, и эта фишка позволит вам, так сказать, привносить хоть какое-то разнообразие в игровой процесс, меняя эти стили по ходу самого матча. В принципе, неплохо. Но я думаю, что об этих менеджерах мы поговорим чуть-чуть поподробнее в другом видео на втором канале, поэтому если кто не в курсе, то подписывайтесь. Ссылку, наверное, оставлю в описании. Но и это еще не все. Ну как сказать, то, что мы получили в четверг, по сути, на этом все. Но интересен и тот контент, который мы получим на следующей неделе, а именно в понедельник, потому что, судя по всему, Konami решили выпустить в один день, а именно в тот же самый понедельник, целых два донатных пака, эпический и шоутаймовский пак. Таким образом, также после оперативного обновления в базе данных затесалась новая карточка Дэвида Бекхэма, которая вроде как получит отличительный навык, а именно с острыми навесами или вроде того, и скорее всего как раз таки его карточка станет одной из тех, что появится в рамках эпического пака, и также мы увидим в целом эпический пак, посвященный англичанам. Аналогичный пак с итальянцами был, теперь, возможно, пришло время для англичан, о чем говорят хайлайтовские карточки, которые также появились в базе данных в этот самый четверг. Следующий же Showtime набор уже будет посвящен как раз-таки национальным сборным, а именно участникам национальных турниров, которые проходили этим летом, чемпионат Европы и Кубок Америки. Это Хамес Родригес, который провел сильный турнир со своей сборной, это Де Пауль, который стал чемпионом Кубка Америки, и Дани Ольмо, который провел хороший чемпионат Европы, в целом показал добротный футбол и помог своей сборной завоевать тот же самый ЧЕ. И именно такая тройка ожидает нас в понедельник в рамках нового пака
Showtime. У Хамиса Родригеса и Дани Ольмо будут присутствовать два отличительных Showtime навыка, в то время как Де Пауль останется без него. Как и всегда, в рамках Showtime пака будут присутствовать хайлайтовские карточки, и в принципе в кои-то веке у хайлайтовских карточек подбор очень даже такой неплохой. И что самое интересное, среди упомянутых игроков будет присутствовать Килиан Мбаппе. И не просто Килиан Мбаппе, а с маской. В игре появились новые текстурки, как раз таки обновленного фейса Мбаппе. Ну, возможно, фейс останется без изменений, но как минимум у него должна появиться маска. Об этом свидетельствует сама, опять же, карточка и текстурки, которые были найдены в игре. И что самое интересное, она будет хайлайтовской, то есть не какая-то там шоутаймовская, бигтаймовская донатная карточка, как это было с чемпионатом мира и у того же Гвардиола, а именно в рамках хайлайтовской карточки. Ну, скажем так, лишний повод задонатить, я не знаю, и потратиться на этот шоутаймовский пак. Но и это еще не все. Также в базе данных игры были обнаружены 3 бесплатные карточки, которые, судя по всему, игроки получат за вход в игру. По крайней мере, они так и называются. Логин-бонус. Честно, от Мбаппе уже блевать охота, потому что его бесплатную карточку раздавали в начале сезона. Это, по сути, наверное, даже третья будет карточка его бесплатная, потому что была от чемпионата мира 22 года, от чемпионата Европы 24 и вот, по сути, после чемпионата Европы также 24 года и также бесплатная. Касаемо же Фодена и Ван Дейка, то, в принципе, игроки хорошие, модельки у них тоже добротные, и если у пользователей до сих пор нет их иных версий, то это хороший подгон, в частности, для новичков. И вот такой вот карточный контент Konami решили навалить после завершения турниров национальных сборных. В комментариях под этим роликом, как и всегда, я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, что вы думаете на этот счет, будете ли вы тратиться на предстоящие паки, хотите ли вы выловить новую версию Мбаппе с новой маской на его лице, или же получить, например, ту же самую новую карточку Дэвида Бекхэма. Обо всем этом и не только пишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать лайком этот ролик и подписываться на этот канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Также не забывайте и про наши соцсети, ведь все интересные новости, слухи и мемы появляются там. Ну а я же всех благодарю за просмотр и желаю вам приятной игры. Всем пока!